Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Анна Щербакова, одна из главных претенденток на золото предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме. Накануне важного турнира Анна рассказала о подготовке к соревнованиям, о дружбе и конкуренции с другими воспитанницами Этери Тутберидзе и о том, как проводит свободное от тренировок время. В комментариях под видео твоего выступления на чемпионате России люди пишут, что не могут перестать пересматривать его. А ты сама смотришь ли записи своих выступлений, что чувствуешь в такие моменты, делаешь ли какие-то выводы? Я иногда пересматриваю свои прокаты. Не только недавние соревнования, но даже детские выступления. Однако именно прокат с последнего чемпионата России смотрела только в вечер после выхода на лед, чтобы увидеть его со стороны. В тот день я испытывала просто невероятные эмоции на льду и весь вечер после. Но уже на следующее утро чувствовала какое-то опустошение, а еще через пару дней, честно говоря, даже слышать о своем прокате не хотелось. Не хочу зацикливаться на том, что уже сделано. Сейчас, когда первые эмоции поутихли, можешь сказать, что изменилось для тебя после уже третьей победы на чемпионате России. Конечно, я очень довольна этими соревнованиями. Не ожидала, что они получатся такими эмоциональными, так как воспринимала их как отбор на чемпионат мира. Я думаю, что они останутся для меня особенными даже спустя долгое время. А именно сейчас, мне кажется, ничего не изменилось. Мне нужно двигаться дальше. Какие цели ставишь перед собой на будущее? У тебя есть большая спортивная мечта. Свое будущее я вижу в мире фигурного катания. Не хотелось бы загадывать, но есть желание кататься долго. Понимаю, что пройти длинный путь гладко невозможно, будут взлеты и падения. Но думаю, моя любовь к фигурному катанию поможет преодолеть все трудности и радоваться тому хорошему, что будет на этом пути. О чем вы говорили с Сашей Трусовой и Камилой Валиевой после выступлений на чемпионате России? Бывает ли, что кто-то из вас обижается или расстраивается, когда другая обходит ее на турнире? Буду говорить только о себе. Безусловно, мне обидно, когда я проигрываю или не занимаю то место, которое хотелось бы. Но это обида не на соперника, а на самого себя. Значит, для желаемого результата мне чего-то не хватило, должна была сделать больше. А общаемся мы на абсолютно разные темы, не только о фигурном катании. То, что ты решила выступать, несмотря на болезнь, вызывает огромное уважение. Но ведь в этом сезоне были и другие трудности. Как думаешь, всеобщий карантин как-то повлиял на твою физическую форму? 2 месяца без льда, конечно, дали о себе знать. Я всегда довольно долго преодолеваю период восстановления. Несмотря на то, что я много занималась дома, сборы в Новогорске выдались очень трудными. Насколько тяжело тебе совмещать учебу и профессиональный спорт? Ты уже начала готовиться к выпускным экзаменам. С каждым годом совмещать все тяжелее, часто не хватает времени или даже просто сил после тренировок. Я очень благодарна учителям в школе за то, что они идут навстречу, дают задания, объясняют, когда возникают сложности. Я понимаю, что это очень важно, стараюсь правильно распределять время, чтобы успеть сделать задания по всем предметам. Подготовка к экзаменам уже началась. Есть ли у тебя любимые предметы в школе? Конечно, мне больше нравятся гуманитарные предметы, русский язык, литература. Ты дружишь с другими воспитанницами Этери Тутберидзе, у тебя в инстаграме есть совместные фото с Аленой Косторной, Сашей Трусовой и Алиной Загитовой. Есть что-то, что вас объединяет помимо спорта? Объединяет нас все-таки фигурное катание. Благодаря ему мы и встретились. С Алиной я познакомилась примерно лет 6 назад. С Аленой и Сашей мы почти одного возраста, поэтому постоянно ездили вместе на соревнования. У нас много общих интересов, при этом мы все разные. У тебя наверняка есть друзья, которые не связаны с фигурным катанием. Часто удается видеться, насколько важно для тебя поддерживать с ними связь. Так получилось, что большинство моих друзей так или иначе связаны с фигурным катанием. У всех довольно плотный график, видеться не всегда получается, но благодаря интернету остаемся на связи. Как ты обычно отдыхаешь, какие сериалы смотришь, есть ли у тебя любимые фильмы и книги, которые ты посоветовала бы прочитать каждому?
Фильмы очень редко смотрю, сериалы люблю больше, любимый сериал «Шерлок». Смотрела много раз на русском языке, сейчас смотрю на английском. Так сказать, совмещаю приятное с полезным. В учебное время читаю только учебники и школьную литературу. Но в каникулы с удовольствием открываю для себя что-то новое. Из последних понравившихся книг «Пикник на обочине Стругацких». Если бы не фигурное катание, в какой сфере ты могла бы себя реализовать, как думаешь, есть ли профессия, которую хотелось бы освоить, объясни свой выбор. Я скорее творческий человек, мне нравится пробовать, придумывать что-то новое. Но помимо спорта я пока не нашла, чем я настолько же сильно хотела бы заниматься. Пока у меня есть фигурное катание и достаточно времени, чтобы понять, что еще мне интересно. Ты часто путешествуешь, в соцсетях можно найти фото из Японии и Китая. Понравилось ли тебе в Азии, насколько близка тебе культура Востока? Если смотреть со стороны спортсмена, то выступления в Японии и Китае получились яркими и запоминающимися. В Японии фигурное катание – один из самых популярных видов спорта, поэтому там особое отношение к фигуристам, и выступления всегда приносят огромное удовольствие. В Китае я была один раз в прошлом году на этапе Гран-при. И там я чувствовала просто невероятную поддержку зрительного зала, а это всегда очень важно и приятно. После окончания номера на лед полетели десятки одинаковых мишек и один огромный. Теперь у меня дома целая коллекция, которая напоминает о соревнованиях в Поднебесной. К сожалению, поездки на соревнования не позволяют узнать о стране так много, как хотелось бы. Если есть свободный день, то стараюсь погрузиться в атмосферу города. Интересны не только местные достопримечательности, но и обычная жизнь. В Азии другой менталитет, это чувствуется, даже если просто идешь по улице, заходишь в магазины, кафе. Мне хотелось бы побывать там не только с шоу или соревнованиями, а провести несколько дней или недель как турист. Какие еще страны ты хотела бы посетить и почему? Мне хотелось бы побывать в Канаде на Ниагарском водопаде, увидеть Мачу-Пикчу в Перу, пройтись по Великой Китайской стене и увидеть многие-многие другие интересные места. Мне нравится путешествовать, ощущать величие природы и древней истории. Чего ты ждешь от предстоящего чемпионата мира? Недавно стало известно, что он пройдет без зрителей, насколько для тебя важна зрительская поддержка во время выступлений. Ожидаемое решение, думаю, на этот раз атмосфера будет более сдержанной, менее праздничной. В этом сезоне я уже выступала на соревнованиях без зрителей, поддержка болельщиков и контакт с трибунами очень важны. Кого считаешь своими главными соперницами на предстоящем чемпионате мира? Очень много сильных фигуристок примет участие в этом соревновании. Из-за отсутствия международных турниров в этом сезоне трудно оценить, кто в какой форме. Каждый будет стараться прежде всего превзойти себя, справиться со своими проблемами и показать свой максимум.